Дорогие друзья и гости нашего канала, всем привет! С вами Людмила, и я сегодня приглашаю вас связать вместе со мной вот такие детские пинетки. Очаровательные пинетки вяжутся очень просто, и самое главное, что они подходят любому малышу, как девочке, так и мальчику. Все будет зависеть от того, какой цвет пряжи вы для своего малыша выберете. Ну вот я взяла такой универсальный цвет, зеленый, и сейчас начнем вязать. Это Gazelle Baby Cotton, 165 метров в 50 граммах, и крючок у меня 3,5 миллиметра. Начинаем с набора воздушных петель. Будем вязать подошву для пинетки. Набираем 17 воздушных петель. Сразу хочу сказать, что у меня на канале есть отдельное видео. Вы сейчас увидите ссылочку здесь прямо наверху. Как вязать подошвы для пинеток. Если вы то видео посмотрите, это будет очень-очень подробно. Вы будете уметь вязать подошвы для любых пинеток. Также эту ссылочку я поставлю еще в описании к этому видео, поэтому вы ее там найдете. Вот мы взяли 17 воздушных петель, теперь в третью петлю от крючка начинаем вывязывать столбики без накида, 7 столбиков без накида. Начиная с третьей петли, 7 петель, в каждую из них вяжем 1 столбик без накида, 7 столбиков без накида. Дальше вяжем в 7 петель следующих 7 столбиков с одним накидом. Вот в том видео, где я рассказываю, как вязать подошву для пинеток, там есть и схема, вы можете там ставить на паузу просто и все читать и вязать, там более удобно. Здесь я более так скороченно рассказываю. Теперь в последнюю петлю, которая осталась, мы провязываем 7 столбиков с одним накидом в одну петлю. Дальше вяжем в обратном порядке 7 столбиков с одним накидом и 7 столбиков без накида. Теперь вот те 2 воздушные петли, мы в третью петлю, помните, ряд начинали, значит 2 воздушных петли у нас остались впереди, под них вяжем сразу 4 столбика без накида. Вот первый ряд мы закончили, теперь начинаем второй ряд.
3 воздушные петли набираем. И дальше еще вяжем 15 столбиков с одним накидом. Всего будет вместе с воздушными петлями 16 столбиков с одним накидом. Набрали 16 столбиков. Теперь в следующие 5 петель вот этого основания мы набираем в каждую по 2 столбика с одним накидом. 5 раз по 2 столбика с одним накидом. В первую петлю 2 столбика с одним накидом. Теперь во вторую петлю 2 столбика с одним накидом. Третью петлю 2 столбика с одним накидом. Четвертую петлю 2 столбика с одним накидом. И в пятую последнюю петлю 2 столбика с одним накидом. Дальше зеркально той стороне вяжем 16 столбиков с одним накидом. Вот, провязали 16 столбиков, у нас осталось 3 последние петли, и в них вяжем таким образом. В первую петлю мы вяжем 3 столбика с одним накидом, во вторую 4 столбика с одним накидом, и в третью снова 3 столбика с одним накидом. Всего 10 петель вывязываем в 3 петли. 3, 4, 3. Три столбика провязали в первую петлю, во вторую петлю 4 столбика с одним накидом. И в последнюю третью петлю 3 столбика с одним накидом. Заканчиваем ряд, вяжем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема, в вершину первого столбика из воздушных петель. Второй ряд готов. Теперь третий ряд, 3 воздушные петли. Дальше 15 столбиков с одним накидом. Вместе с воздушными петлями будет 16 столбиков с одним накидом. Следующие 10 петель вяжем следующим образом. В первую 2 столбика с одним накидом. Во вторую 1 столбик.
Снова 2 столбика с одним накидом и 1 столбик. Теперь в одну петлю 3 столбика с одним накидом и еще в одну петлю 3 столбика с одним накидом. Дальше в обратном порядке мы вязали 2 столбика 1 столбик, 2 столбика 1 столбик, потом 2 раза по 3, а теперь вяжем наоборот. Когда 2 раза по 3 провязали, вяжем 1 столбик, 2 столбика, 1 столбик, 2 столбика. Дальше провязываем 16 столбиков с одним накидом до следующего закругления. Здесь также вяжем 2 столбика с одним накидом в одну петлю, затем 1 столбик, снова 2 столбика, 1 столбик, 2 центральных петли провязываем по 2 столбика. И потом 1 столбик, 2 столбика, 1 столбик, 2 столбика. Заканчиваем ряд соединительным столбиком в верхнюю воздушную петлю подъема. Вот практически подошва готова. На этот размер у меня где-то на 11-11,5 сантиметров размер ножки. Теперь ее обвязываем обязательно соединительный воздушную петлю подъема, и затем по кругу столбиками без накида всю подошву обвязываем, и в конце соединительный столбик. И вот теперь подошва наша готова. Вот так она с обоих сторон выглядит, изнанка, лицо. Тут у нас я уже связала одну пинетку, и я сейчас просто сравниваю размер подошвы, чтобы он соответствовал тому же башмачку. Но этот одет на формочку, он уже слегка натянут, так что все будет идеально. Теперь нить мы можем обрезать. И начинаем вязать уже саму пинетку. Находим середину на подошве сзади, задник, середина задника нам нужна, вот средняя петля. Отмечаем ее маркером. И точно так же отмечаем маркером середину переда, то есть находим центральную петлю спереду. Вязать начинаем вот отсюда, с центра пятки. Привязываемся к центральной петле столбиком без накида и вяжем в каждую петлю за заднюю стенку столбики без накида, но располагаем подошву лицом к себе, от себя изнанка. И вот задняя стенка каждой петли — это и есть та петля, за которую мы будем привязываться столбиками без накида.
Сразу же прячем конец нити сюда. Вот берем петлю за заднюю стеночку, которая от нас, и вывязываем столбики без накида в каждую петлю. Провязываем так до конца ряда. Закончили ряд соединительным столбиком, воздушная петля подъема и еще 2 воздушные петли подъема. Дальше пропускаем 2 петли в третью столбик без накида и 3 воздушных петли подъема. Снова пропускаем 2 петли в третью столбик без накида и 3 воздушных петли подъема. Пропускаем 2 петли, столбик без накида в третью и 3 воздушных петли подъема. Пропускаем 2 петли, в третью столбик без накида, 3 воздушных петли подъема. Продолжаем так вязать дальше и останавливаемся за 5 петель от центральной. Вот мы на 5 петле от центра. Теперь провязываем до центральной петли 4 столбика без накида. Тут мы уже не делаем воздушные петли, просто вяжем столбики без накида. Саму центральную петлю тоже провязываем столбиком без накида. И после нее провязываем 5 столбиков без накида. Теперь 3 воздушных петли, 2 петли пропускаем в третью столбик без накида и вяжем до конца ряда 3 воздушных петли, 2 петли пропускаем и в третью столбик без накида. Точно так же, как мы вязали по той стороне. Повторяем узор. В конце ряда соединительный столбик в воздушную петлю подъема первого столбика. Дальше начинаем вязать узор, продолжаем тот же самый узор, только мы теперь не пропускаем никаких петель, а мы делаем 3 воздушных петли и под центр каждой арочки провязываем столбик без накида. Снова 3 воздушных петли, под следующий центр арочки снова столбик без накида. И так вяжем до центральных петель, где у нас они провязаны уже не узором, а просто столбиками без накида.
Вот дошли до последней арки, провязали столбик без накида и еще сюда же под эту арку еще один столбик без накида, а дальше столбики без накида до следующей стороны. Провязываем последние столбики без накида и доходим до первой арки. И под первую арку вяжем также аналогично 2 столбика без накида. 3 воздушных петли и дальше по узору до конца ряда. В конце ряда соединительный столбик. И опять 3 воздушных петли и пошли по узору до последней арки передом, где у нас столбики без накида. Здесь будем делать, сейчас начинать убавление. Вяжем под последнюю арку 2 столбика без накида. Затем вяжем еще 2 столбика без накида. Следующие 2 петли провязываем вместе. Вот таким образом. Одну петлю достаем, протягиваем нить, не провязываем. И еще через одну петлю протягиваем нить. И потом провязываем все 3 петли одной петлей. Дальше снова 2 петли провязываем столбиками без накида. Центральную петлю столбиком без накида. И после центральной петли тоже 2 столбика без накида. Следующие 2 петли провязываем вместе. Снова 2 столбика без накида и потом 2 столбика без накида под первую арочку. Дальше вяжем по узору до конца ряда. Заканчиваем ряд соединительным столбиком. Снова продолжаем вязать до последней арки переда. Дошли до последней арки, под нее провязываем 2 столбика без накида и затем весь перед, вот где у нас столбики без накида, провязываем столбиками без накида. Здесь в этом ряду убавок не делаем. Дошли до первой арки, опять под первую арку 2 столбика без накида, продолжаем узором до конца ряда.
Вот в результате у нас получается такой скос. На боковых частях у нас узор, а перед у нас гладкий столбиками без накида. В следующем ряду мы еще сделаем дополнительно убавки по центру, провяжем вместе 2 петли слева и справа от центральной петли. Провязываем по рисунку до переда с другой стороны. Впереди, как всегда, под арочку 2 столбика без накида. Потом идем столбиками без накида до центральной петли, останавливаемся на 3 петле от центральной. То есть еще 2 петли мы будем делать убавку и провязывать их вместе. Вот центральная петля, 2 петли провязываем до нее вместе. Затем центральную петлю провяжем столбиком без накида и после нее снова 2 петли вместе. Дальше по рисунку столбики без накида под арочку начинается узор. Заканчиваем ряд по узору. Вот так ровненько должен получаться скос. Идем дальше до конца ряда. Дойдем до конца, потом провяжем еще по узору до переда, сделаем по 2 убавки слева и справа от центральной петли и потом уже закончим ряд. Впереди делаем по 2 убавки с обоих сторон от центральной петли. Под аркой 2 столбика без накида, затем 2 столбика без накида, 2 петли провязываем вместе столбиком без накида. Еще 2 столбика без накида. И снова 2 петли вместе столбиком без накида. Теперь 2 столбика без накида, центральная петля столбиком без накида и 2 столбика без накида. Снова с этой стороны убавка, 2 петли вместе столбиком без накида, 2 столбика без накида, вторая убавка, 2 петли вместе столбиком без накида, 2 столбика без накида, под первую арку 2 столбика без накида и дальше по узору. В следующем ряду делаем по одной убавке от центральной петли. 2 петли слева от центральной, 2 петли справа провязываем вместе. На этом мы уже убавки заканчиваем и ряды с узорами тоже. Если у вас есть возможность примерять на ножку ребенка, вы посмотрите. Может быть, еще дополнительно можно больше убавок сделать, а может быть, наоборот, уже убавки делать не нужно. Ну вот у меня получилось так, и в принципе все очень хорошо. Надо будет посмотреть сейчас по второй ножке, сколько нам еще надо связать тут. Вот у меня получилось на этой ножке 8 рядов узора, а на второй я сейчас вяжу 5, 6, 7 рядов. У меня еще остался один ряд узора.
И здесь вот по переду я сделаю еще одну центральную убавочку. А дальше уже останется связать вверх вот здесь и завязочки к пинеткам. Вот в следующем ряду еще делаю убавочку по центру, довязываю ряд до конца и потом продолжаю снова вязать до начала передней части. Но от центра пятки вяжу уже просто столбиками без накида. Вывязываем вверх. Столбики без накида до передней части. Вяжем под каждую арку 2 столбика без накида. И между арками в столбик тоже столбик без накида. Впереди провязали под последнюю арку 2 столбика без накида. После нее провязываем еще 2 столбика без накида. И теперь сразу начнем вывязывать завязки. Набираем 37 воздушных петель. Выравниваем эту цепочку из воздушных петель, чтобы она не была перекошенная. И затем в первую петлю набираем 3 столбика без накида. Набрали 3 столбика. Теперь в каждую петлю вот этой воздушной цепочки набираем столбик без накида. Двигаемся к самой пинетке. Вот довязали весь ряд из 37 воздушных петель. И теперь присоединяемся, продолжаем вязать дальше столбиками без накида до следующего конца этой пинетки, туда к переду. Вяжем до конца узора. Здесь нам тоже надо набрать 37 воздушных петель. Поэтому сразу же вот отсюда набираем 37 воздушных петель. И после того, как мы их набрали, мы движемся в обратном направлении. Набираем в первую петлю 3 столбика без накида в одну петлю, а затем в каждую петлю столбик без накида до конца этой цепочки. В конце цепочки довязываем ее и присоединяем ее
к пинетке, но только не сверху, как мы с той стороны делали, а присоединяем снизу. Здесь мы будем заканчивать ряд. Двумя соединительными столбиками присоединяемся к пинетке. И теперь мы можем уже после этого обрезать нить. Оставшийся конец нити нам необходимо спрятать в вязание. Делать это просто. Находим между плетениями нити такие места, где легко можно провести крючок. И дальше вытягиваем эту нить и протягиваем ее как можно дальше. Несколько таких стежков, и нить будет спрятана. Нельзя никогда обрезать нить после окончания вязания, потому что узел может распуститься и в принципе вязание будет испорчено. Поэтому конец нити всегда необходимо прятать в вязание. И потом при стирке это вязание уплотняется, этот конец нити уже никак не выпадает, он вообще не выпадает, поэтому все хорошо, вязание не будет испорчено. Теперь осталось нам спрятать нить полностью, и наши пинеточки уже готовы. Друзья, если это видео вам понравилось, то, пожалуйста, поставьте лайк. Не забудьте подписаться на канал, потому что это позволит вам получать вовремя уведомления о новых видео. Если у вас есть какие-то вопросы или они будут возникать, пишите в комментариях, я на них с удовольствием отвечу. Я рада была вместе с вами сегодня быть. Желаю вам хороших работ и до новых встреч, друзья!